Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер, налоговый консультант. Сейчас время подачи годовых отчетов, и я хочу дать несколько типов, как правильно подавать годовые отчеты и не терять деньги. И прежде всего, подать годовой отчет нужно вовремя. Общие правила подачи годовых отчетов до 30 июня. На самом деле есть у Рои-Хешбонов есть возможность отсрочить, то есть до конца года. Я не буду вдаваться в подробности, но очень важно действительно проверить так, что годовой отчет он подан вовремя, и что не вовремя поданные годовой отчеты, это понятно, это штрафы, это возможность проверки, то есть это потери времени и денег. И второй момент, очень важно списать действительно все затраты, то есть которые вы можете списать по закону. Это отличается от бизнеса. Понятно, что инсталлятор не может списать затраты как кондитер и так далее. Но, в принципе, во-первых, то есть ваш Рои-Хешбон является специалистом по поводу затрат, и нужно с ним проверить действительно, что все ли затраты, которые списаны, можно списать. Есть общие затраты, то есть, скажем, которые, как правило, могут списать все, кто пользуется. То есть, если вы пользуетесь машиной для вашего бизнеса, то можно списать, машина это 45%. Если вы работаете из дома, то можно частично списать Арнону, электроэнергию и так далее. То есть очень важно проверить. Еще есть момент, то есть люди, которые, скажем, о скимптурим, у которых небольшой доход, они говорят, а зачем мне списывать затраты, я и так не плачу подоходный налог. На самом деле это неправильно. Вот. Почему? Потому что платят, также затраты влияют на оплату в битуах леуми. И путем затрат, значит, можно сэкономить выплату в битуах леуми. И третий момент, очень важно проверить то, что дает и скидки. Вот, то есть есть вещи, которые дают скидки, например, то есть если у вас есть машканта, да, то вы платите битуах хаим, вы платите на, значит, страховку жизни. Если у вас есть личная страховка жизни, то тоже вы платите, значит, ее и, соответственно, можете списать. То есть страховка жизни дает скидку на подоходный налог. Вот. Каждый индивидуальный предприниматель должен откладывать деньги на пенсию. То есть это тоже предполагает скидку. Вот. И, наконец, Керен Иштальмут леацмаим, такая очень-очень хорошая программа, которую я очень рекомендую своим клиентам, и не только своим клиентам, а действительно проверить. То есть, если есть как бы свободные деньги, если есть такая возможность открыть Керен Иштальмут леацмаим, то есть за годы, так сказать, на большой срок они, как правило, то есть они дают хорошие проценты, хорошие дивиденды, освобождены от прибыли, при этом они дают скидку на подоходный налог. Поэтому то, что я рекомендую, значит, это три вещи. То есть, действительно, следите, проверить, что ваш годовой отчет будет подан вовремя. Проверить, что вы действительно списали правильно все затраты, которые вы могли списать. И использовать все вещи, которые я говорил, то есть, которые дают скидку на подоходный налог. Как известно, и наемные работники, и индивидуальные предприниматели в массе своей переплачивают налоги, и это, конечно, это жаль. Поэтому, то есть, я очень рекомендую, желаю вовремя подавать годовой отчет, платить минимум налогов, которые вы должны платить по закону. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии. С вами был Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер, налоговый консультант. Всего доброго, шаббат шалом вам.